Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Который раз замечаю, что сколько от лоскутков не избавляйся, меньше их не становится. Они размножаются путем деления. Самое главное, не ждать, когда их накопится очень много, а время от времени просматривать и пускать в дело. Сегодня в работу берем кусочки размером больше 3 см и длиннее 7 см. Для себя я уже нашла очень удобный способ работы. Используем самый простой и недорогой клеевой флизелин. Нарежем его полосками по 7 см шириной. И, конечно же, можно шить по полоске бумаги, по кассовой ленте, по тюлю, по старым простыням. Это выбор каждой мастерицы. Работать довольно просто. Все лоскутки нашиваем на основу, чтобы лишний раз не обрывать нитки. Работаем сразу с несколькими заготовками. Так дело пойдет гораздо быстрее. Ориентируемся на края основы. Так мы шьем и шьем, потихоньку собираем длинные ленты. Когда у вас закончатся лоскутки, основа или терпение, переходим к следующему этапу работы. Его Величество утюг. Вот она, вся прелесть работы с клеевым флизелином. Легким движением утюга наши полосатые полоски превращаются в плотные проклеенные ленты, которые остается только промерить и подровнять. Вот в этом месте всегда вспоминаю анекдот. Когда двое сидят, выпивают, и один другого спрашивает: «Тебе сколько наливать?» А тот отвечает: «А ты что, краев не видишь?» А вот нам все прекрасно видно. Край флизелина нам в помощь, и получаются очень интересные лоскутные заготовки. Куда и как их использовать? На самом деле у меня на канале очень много мастер-классов с изделиями, сшитых с использованием таких лоскутных заготовок. Ведь можно после каждого проекта сразу же собирать на полоски флизелина такие мелкие остатки, сворачивать их трубочкой и в таком виде хранить, а потом использовать по мере необходимости. Но всегда говорю, зачем откладывать на завтра то, что можно съесть сегодня? Тем более, что у меня есть квадраты из плотной джинсовой ткани, размер которых 12 на 12 сантиметров. Естественно, вы можете взять свои размеры. Попробуем придумать красивое сочетание. В своих мастер-классах всегда показываю работу за швейной машинкой. Ведь лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. На цветные лоскутные полоски нашиваем джинсовые квадраты. Заметьте, что эти квадраты из плотной джинсы, а лоскутные полоски укреплены флизелином. По плотности эти детали получаются примерно одинаковые. Дальше мы все швы расправляем и разрезаем нашу гирлянду на отдельные заготовки. Следующий шаг – выкладываем их в нужной последовательности и готовим детали к дальнейшему соединению.
Сначала сшиваем вместе детали из первой и второй колонки, потом из третьей и четвертой. Готовые гирлянды расправляем, проутюживаем, а потом соединяем их вместе. Получаются готовые ряды деталей, уже сшитых между собой. Мы планируем сделать между ними лоскутные вставки, поэтому эти ряды разъединим, а затем к каждому такому ряду пришьем лоскутную полоску. После этого надо сделать очень важную вещь. По линейке проверим все линии и на цветной полоске обозначим продолжение рядов. Надо, чтобы все было четко и аккуратно. При работе за швейной машинкой следим, чтобы все метки и линии совпадали. Девочки, думаю, что каждый человек, глядя на большое лоскутное изделие, с ужасом думает: это же сколько работы! А ведь секрет самый простой. Мастерицы никуда не торопятся. Закончили работу над проектом, тут же пристроили обрезки, нашили их в длинные ленты. Появилась плотная ткань от джинсов, сразу же нарезали квадраты, а потом сели за швейную машинку и сшили заготовки. Подкопили материала, увеличили размер. Центральную часть с белыми джинсовыми квадратами мы шили чуть раньше, а сейчас довольно быстро увеличили размер полотна. Но вы же понимаете, что я это так не оставлю, и мы обязательно продолжим работу. А вы не ждите у моря погоды, начинайте шить. А пока ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь на все мои соцсети, группы ВКонтакте и Одноклассники. Смотрите мои видео на Рутубе. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Всем пока-пока и до скорых встреч. С вами была Полина.